Приветствую, вы на канале Китайфак, и сегодня на обзоре будет долгожданный профессиональный лазерный уровень QPAR DT03CG. Это лазерный уровень с электронным компенсатором. Приходит вот в такой огромной коробке с логотипами, подписаны пройденные сертификации. Здесь указаны какие модели DT03CG+, почему-то плюс поставлен. И внутри коробки вот такой огромный кейс. Сделан неплохо, везде есть ребра жесткости, снизу вот такая огромная петля с металлическим стержнем, толстая мощная ручка и две больших защелки. Защелки, кстати, с кнопками, просто так они не открываются, нужно нажать на кнопку, вот на эту, и только тогда они откроются. Внутри кейса наполнение вот таким плотным материалом, но на ощупь мягким. То есть он отлично защищает от ударов. Ячейки вырезаны очень ровно, четко под каждый аксессуар. В комплекте идет две инструкции для приемника и для прибора. На русском языке для прибора инструкции нет, но на русском языке есть инструкция для приемника. Странно, но это так. Сам приемник, крепление для приемника на рейку, батарейка 9 вольт, также для приемника, адаптер для работы от сети и для зарядки. Зарядка здесь идет для аккумулятора отдельная, то есть в приборе аккумулятор не заряжается, но об этом чуть позже. Есть переходной бокс, чтобы работать от 4 пальчиковых батареек, непосредственно сами батарейки. Вот такая магнитная мишенька зеленая. Есть еще вот такая пластиковая угловая мишень, поворотная база, ну и сам прибор. На сегодняшний день этот комплект стоит в районе 18 200 рублей. Вы можете сказать, это очень дорого, но поверьте, для такого класса лазерных уровней с электронным компенсатором, да еще в комплекте с приемником, это действительно очень низкая цена. Если вы попытаетесь найти на российском рынке хотя бы приблизительно такой же прибор, то он будет стоить как минимум в 2 раза дороже, а то и больше. Ссылку на официального продавца на этот прибор я оставлю под видео. Да, и для тех, кто живет в Беларуси, можете приобрести этот нивелир в специализированном магазине DLT Buy. Компания осуществляет прямые поставки с различных заводов Китая и помимо лазерных измерительных приборов поставляет большой ассортимент инструментов и другой различной техники, которую также можете посмотреть в интернет-магазине. Что касается непосредственно лазерных уровней, то здесь их представлено огромное количество, от простых линейных 1D, 2D до продвинутых 4D с 4 плоскостями по 360 градусов. На сайте можно увидеть нестандартные комплектации, которые не всегда можно найти на AliExpress. Приборы, кстати, отправляются не только по Белоруссии, но также можно заказать из любого уголка России. Причем доставка будет бесплатная. Для удобства цены можно смотреть в различной валюте. Допустим, если вы из России, выбираете рубли, и все цены на сайте будут отображаться в рублях. На каждый нивелир после проверки его на точность наклеивается фирменная голограмма, говорящая о том, что нивелир прошел дополнительную проверку. Все проверки осуществляются в собственном профессиональном сервисном центре. Также на все приборы предоставляется гарантия. Ссылка на этот интернет-магазин будет в описании под видео, поэтому переходите, смотрите и выбирайте. По сравнению с лазерными уровнями, у которых обычный стандартный компенсатор маятникового типа на магнитных демпферах, лазерные уровни с электронным компенсатором имеют действительно неоспоримый ряд преимуществ. Одно из главных преимуществ — это то, что линия у него не трясется, нет таких маленьких колебаний. Вы часто такое встречаете на стене, когда делаете отметку, линия немножко подергивается у обычных уровней. У электронных уровней такого подергивания линий просто нет, оно исключено, потому что маятник у них как бы всегда зажатый. Сегодня также в видео его разберем, и вы увидите, что внутри. Уровень с таким компенсатором лучше всего подходит для работы на каких-то площадках, где есть небольшая постоянная вибрация. То есть маятник будет у вас постоянно дергаться, невозможно будет делать разметку. С таким же уровнем это возможно. Ну и соответственно также в ветреную погоду, когда на штативе у вас стоит прибор, то с электронным компенсатором разметка будет намного лучше и увереннее. Еще одно преимущество, что все уровни с электронным компенсатором, они по определению всегда точнее. Это, кстати, надежные компенсаторы, считаются не ломкие, поэтому можно не бояться его брать. Может показаться, что очень сложная система, но, как показывает практика, это довольно надежные приборы. Также у таких уровней возможна регулировка угла именно кнопками, то есть вы сами можете выставлять либо поправлять наклон. Чуть попозже также это все покажу. Потом есть электронная калибровка, опять же с кнопок, сделать самому очень просто. Все это разберем в видео. И также у этой модели есть еще настройка яркости лазерных линий, что также вы не встретите у обычных лазерных уровней. В общем, давайте разбираться более подробно. Вы не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и подписываться на телеграм-канал. Так вы будете в курсе всегда свежих материалов и появляющихся новинок.
И по традиции давайте начнем с инструкций и быстро пробежимся по техническим характеристикам. Итак, модель DT03CG, здесь почему-то G указано, но видимо это еще старая версия. Класс лазера 2, длина волны 505-520 нанометров. Здесь стоят хорошие LD лазерные модули, позже также посмотрим их поближе. Погрешность проецирования плюс-минус 1,5 мм на 10 метров. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 3,5 градуса. Рабочая дистанция 25 метров. Рабочая дистанция с приемником выше 50 метров. Но это имеется в виду радиус. И также, где 25 метров указано, здесь все зависит от степени освещения. Чем темнее, тем линию будет видно, конечно, дальше. Источники питания в комплекте литий-ионный аккумулятор 74 вольта. И также работает от простых 4-пальчиковых батареек. Да, и здесь почему-то не указано, что он работает еще и от сети. Время работы от аккумулятора около 7 часов при включенных всех плоскостях. Резьба для крепления 5/8 дюйма, рабочая температура от минус 10 до 45 градусов, температура хранения от минус 20 до плюс 60 градусов. Инструкция вроде как большая, но на самом деле не вся информация здесь есть. Нет информации по электронной калибровке. Приемник, но приемник такой стандартный. Вы уже, скорее всего, могли его видеть. Модель приемника LR6RG. Он, кстати, продается отдельно. Ссылку на него также оставлю под видео. Здесь есть два уровня. Один пузырьковый сверху для пространственной установки, когда на рейку крепите приемник. И также, когда ловите вертикаль, есть уровень для установки приемника по горизонту. Батарейный отсек. Здесь есть резиновая прокладочка. То есть все сделано очень хорошо. Вставляете батарейку типа крона. Устанавливаете держатель. Все очень просто, все интуитивно понятно. То есть раскручиваете, крепите здесь на рейку, зажимаете и начинаете работать. Кнопка включения и кнопка отключения звука. То есть можно звук отключить. Чуть попозже я покажу вам, как он работает. Приемник сделан очень классно. Вот такой в комплекте аккумулятор, достаточно громоздкий, но на самом деле он не такой тяжелый. 2600 мАч, 74 вольта. Для него такая отдельная зарядка. Вставляете, подключаете сюда этот же адаптер, который идет в комплекте, и заряжаете. Полная зарядка, я проверял, занимает где-то около 5 часов. Ну, в принципе, как и указано в инструкции. Поэтому, конечно, было бы лучше иметь в комплекте второй аккумулятор для бесперебойной работы. Потому что заряжать сам аккумулятор в приборе нельзя. Можно только работать от адаптера, а он один на зарядку и на работу от сети. То есть получается, если вы будете работать от сети, то в это время нельзя будет зарядить аккумулятор, так как нужен этот же адаптер. Но если у вас будет дополнительная батарея, один в работе, другой на зарядке. Это, конечно, идеальный вариант. Но, тем не менее, все равно получается максимальная вариативность питания. От сети, от простых батареек и от аккумулятора. Да, кстати, кому интересно, вот технические данные именно вилки адаптера. Переходной бокс, здесь ничего такого нет, 4 батарейки, он такого же размера, как и аккумулятор. И вот такая интересная поворотная база в комплекте. Отдельно она не продается, ну по крайней мере я не встречал. Основание имеет складывающиеся опоры. То есть, когда вы раздвигаете их, у вас значительно увеличивается устойчивость всей базы. Здесь есть пузырьковый уровень, видите, он перекрывается вот этим цилиндром. Кстати, вся база сама, вот этот весь низ, сделан из металла, она довольно увесистая. Вот эти три секции этого цилиндра сделаны из пластика. Самый нижний болт просто фиксирует весь этот цилиндр. То есть вы можете, его отжав, крутить цилиндр вокруг своей оси, перемещать по всей этой поверхности поворотной базы. Но на самом деле интересное решение, я такого еще ни разу не видел. В общем, установили как надо, повернули, зажали, и все, цилиндр больше не ездит. Вторая крутилка смещает самую верхнюю секцию цилиндра в сторону на 5 мм где-то. Ну, как-то так. И верхний болт фиксирует становый винт. То есть отжимаете этот болт, достаете переходник из базы, вкручиваете его в прибор и уже потом устанавливаете прибор на поворотную базу. Устанавливаете и зажимаете. В общем, так-то неплохая поворотная база на самом деле. Фиксируется здесь прибор очень хорошо. Еще вдобавок здесь есть вот такая дополнительная направляющая и вот здесь дополнительная направляющая. То есть, когда устанавливаете прибор, вот дополнительное отверстие и эта дуга встает вот здесь. То есть, на самом деле прибор устанавливается очень хорошо. Вот такая интересная поворотная база. И сам прибор. Сделан он так же качественно, как и все лазерные уровни и приборы QPAR. Отличный качественный пластик. Вот это все черное, это резина. Снизу также идет резина. Получается, что и ноги тоже у него резиновые. И на скользких поверхностях, на плитке, на ламинате он действительно классно стоит. Ну и у него большая поверхность опоры, соответственно, он из-за этого тоже очень уверенно стоит. Снизу на прижимном винте располагается батарейный отсек. Крышка батарейного отсека имеет вот такую толстую резинку. То есть он закрывается через резину, прижимается болтом, тоже очень хорошо. Вставляете аккумулятор и зажимаете крышку.
На мой взгляд, это отличный, практически идеальный вариант крепления. Сам прибор, кстати, довольно увесистый, габариты у него не такие маленькие. Давайте вот, к примеру, сравним с другими уровнями HuPar. Если, к примеру, сравнить его HuPar S04CG, потом очень популярный HuPar 603 CG и самый маленький HuPar B03 CG. Это все 3D уровни, кроме HuPar S04 CG, у него 4 плоскости по 360 градусов. Но, как можете видеть, HuPar DT03 CG из них самый массивный, самый большой. Это не удивительно на самом деле, весь размер идет из электронного компенсатора, он занимает достаточно много места. Да практически всю площадь внутри он занимает, чуть попозже вы это увидите. Обзоры на все эти приборы есть на канале. На канале в принципе много разных обзоров, разных лазерных уровней, различных марок, поэтому обязательно переходите на сам канал и смотрите прибор, который вас интересует. Я уверен, что вы узнаете из роликов только полезную информацию. Да, кстати, еще я уже писал об этом в телеграм-канале, но вот давайте по случаю еще покажу здесь. У HuPar S04 CG, как вы знаете, у него есть экран, на котором показывается угол наклона корпуса, и выяснилось, что его можно еще калибровать. То есть, допустим, если у вас угол на экране показывает неправильно, некорректно, то его очень просто откалибровать. Как это сделать? Ну, берете, к примеру, какой-нибудь уровень, да даже обычный, у меня вот есть такой. Выбираете ровную поверхность, включаете прибор с заблокированным компенсатором, но в принципе можно и с разблокированным, калиброваться он будет в обоих случаях. Удерживаете кнопку V в районе 5 секунд, пока у вас не скинется угол по осям X и Y. Ну, у меня сейчас прибор откалиброван, поэтому здесь незаметно это. Все, вся калибровка очень просто и быстро. Так, ладно, едем дальше. Все ссылки на эти приборы я оставлю также под видео. Итак, возвращаемся к более детальному рассмотрению HuPar DT03 CG. Здесь на корпусе также указаны все пройденные сертификации. Сбоку находится разъем для работы от сети. Вот такой мягкой заглушкой резина. Закрывается все очень хорошо. Стекла, как можете видеть, с напылением, что минимизирует появление мелких паразитных лазерных лучей. Привычного тумблера включения у таких приборов нет с электронным компенсатором. Все управление осуществляется с помощью кнопок сверху. Кнопка включения, установка угла, режим работы с приемником, ну и управление вертикалями и горизонтом. Здесь также указана раскладка осей. Это на самом деле очень помогает при установке угла того же и при электронной калибровке компенсатора как раз по осям X и Y, чтобы не запутаться. В общем, сделан прибор, конечно, хорошо, но вот эта массивная мощная ручка, здесь нет сквозного отверстия, и браться, конечно, не очень как-то удобно, он еще такой тяжелый, не знаю, на мой взгляд, она вообще крайне неудобная. Башни у прибора сделаны из металла. Кстати, башни очень похожи на башни у лазерного уровня Fukuda 4D. По-моему, они идентичны. Здесь находится резиновая прокладка, в общем, сделано все хорошо. Установлены вот такие лазерные модули. Продавец указывает, что это лазерные модули Osram, но мы же знаем с вами, что это никак не определить. Вы можете посмотреть видео, которое я не так давно делал. Ссылку оставлю здесь в правом верхнем углу. То есть на самом деле определить, какие лазерные модули где стоят, просто невозможно. Даже если вырвать их полностью с корнем, там не найдете никакой маркировки и точного указания производителя. Так, теперь давайте подробнее рассмотрим его функционал. Итак, при включении уровень автоматически устанавливается. То есть из крайнего положения он может устанавливаться до 15 секунд. Это прерогатива всех лазерных уровней с электронным компенсатором. По большому счету 15 секунд в этом тоже ничего страшного нет. Все, как лазерный диод справа от кнопки перестал мигать, это означает, что уровень готов к работе. Он окончательно установился. Ну, то есть давайте еще раз посмотрим. Если угол этот будет превышен 3,5 градуса, это диапазон работы компенсатора, то линия начнет быстро мигать. Но сейчас вот видите, превышен 3,5 градуса, он не может уже выровнять и начинает сигнализировать вам мигающей линией, что, мол, поправьте меня, поставьте на более ровную поверхность. Ставите обратно, и он медленно, постепенно начинает сервоприводами выводить в исходное положение. Ну вот из крайнего положения достаточно быстро устанавливается. Все, при включении загорается только горизонт. Кнопкой H вы можете его либо включить, либо отключить, соответственно. Кнопкой V выбираете вертикаль. Первое нажатие загорается вертикаль спереди, второе обе вертикали горят. И третья отключает обе вертикали. По большому счету можно выбрать любую плоскость по отдельности. Если нужна одна вертикаль, выбираете одну вертикаль. Две вертикали надо, выбираете только две вертикали. Либо все вместе, либо только один горизонт. Довольно простой и удобный алгоритм. Режим работы с приемником включается кнопкой P кратким нажатием. То есть вы включаете, загорается зеленый индикатор и линия начинает гореть чуть тусклее. То есть все, вы перешли в режим работы с приемником, включаете приемник, луча не видно. То есть вы, допустим, находитесь на расстоянии 30-50 метров от прибора на улице при солнце, ведете приемником и он показывает вам ниже-выше
То есть индикаторы показывают, куда надо двигать приемник. Звук очень писклявый, очень сильный, его можно отключить и то же самое делать без звука. Все индикаторы дублируются, есть сбоку и также сзади. Но приемный элемент, фотоэлемент находится только спереди. То есть вот здесь вы луч ловите и на той стороне отображается также индикаторами, куда направлять его. Все достаточно просто и удобно. То есть вот здесь находится риска, ловите линию прямо, загорается зеленый индикатор и фиксируйте отметку. Также эта кнопка P отвечает за настройку угла. Чтобы перейти в функцию Tilt, нужно удержать эту же кнопку на 5 секунд, пока не замигает зеленый индикатор. Вот он сейчас мигает быстро, это значит, что вы перешли в настройку угла наклона всей плоскости по оси X. И соответственно кнопками HV в эту плоскость либо опускаете, либо поднимаете. То есть зажимаете H и плоскость у вас вся по оси X поднимается. Подниматься будет до 3,5 градусов. Это диапазон работы компенсатора. Кнопкой V, соответственно, вы эту плоскость опускаете вниз. Но согласитесь, так-то интересный функционал. Это доступно только электронным компенсаторам. Вы, по сути, здесь активировали функцию с заблокированным компенсатором, она еще называется функция Tilt, и можете устанавливать прибор под любым наклоном, каким вам необходимо. Может быть такая ситуация, что вы поставили на штативе и вам нужно навестись на определенную точку. То вот этим как раз функционалом до 3,5 градусов вы можете четко навестись на нужную отметку. Эта настройка идет по оси X. Чтобы перейти на ось Y, нужно кратко нажать опять кнопку P. И индикатор уже начинает мигать медленно зеленый. То есть все, вы перешли на ось Y. Вот если посмотрите на раскладке, то плоскость у вас уже по этой оси будет меняться. И соответственно также кнопка H опускает, поднимает плоскость. Когда будет 3,5 градуса, то плоскость будет быстро мигать. То есть все, вы достигли предела. Можно чуть-чуть ее подопустить. Это будет примерно 3,5 градуса. Если вы хотите выйти из этого режима, то просто опять удерживайте кнопку P в районе 5 секунд. Все, когда диод зеленый погаснет, а красный начнет мигать, это говорит о том, что уровень устанавливается в исходное положение, в корректное, в правильное положение. Все то же самое касается вертикали, вы можете выбрать вертикали и также играть этим наклоном. Также из этого режима можно выйти, если просто выключить прибор и снова включить. То есть у вас вот эти старые настройки угла, они скинутся и прибор будет устанавливаться как надо. Дальше давайте рассмотрим функцию изменения яркости лазерной линии. Изначально уровень стоит на максимальной яркости. Сейчас довольно светло в комнате, заходит солнце, линию видно отчетливо, линия хорошая, яркая, очень четкая. Чуть попозже мы посмотрим линию на разных расстояниях, ее толщину, яркость сравним с другими уровнями. Итак, для настройки яркости включайте прибор и удерживайте кнопку V в районе 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Ну, до того момента, пока не погаснет вот этот красный индикатор. Все, индикатор погас, линия горит. Сейчас вы перешли в этот режим настройки яркости, и кнопками HV вы можете регулировать эту яркость. Кнопка H увеличивает яркость, но она сейчас вот по всей видимости максимальная. Кнопка V уменьшает яркость. Горит тусклее и тусклее. Кнопка H повышает яркость. Вот это максимальная яркость. Если вы хотите, грубо говоря, поставить посередине яркость и запомнить ее, чтобы прибор всегда включался с этой яркостью, то нужно кнопку V удержать также в районе 5 секунд для запоминания этого результата. В принципе, если вы работаете в основном по помещениям, и вам достаточно такой яркости, то это значительно экономит заряд батарей. Но опять, согласитесь, есть выбор, я считаю это очень круто. Если не желаете сохранить эту яркость, то просто можете выключить прибор и снова включить, все настройки сбросятся. Да, что касается режима работы с приемником, то в нем яркость сразу падает, и она здесь является константой, постоянной, то есть ее изменить уже нельзя, поэтому не пытайтесь менять яркость в режиме работы с приемником. Да, еще об этом режиме, если вам требуется работать, допустим, с активированной функцией Tilt в режиме работы с приемником, то нужно тогда сначала выбрать режим работы с приемником. Все, индикатор горит у вас, линия чуть тусклее, и потом уже переходить на функцию Tilt, то есть вы зажимаете опять эту кнопку P на 5 секунд, пока у вас не замигает индикатор. Все, теперь у вас активировано два режима. Режим работы под наклоном и режим работы с приемником. Так, по функционалу это все, кроме электронной калибровки. Ее разберем чуть попозже. Мне нужно расстояние в районе 10 метров, чтобы вам показать, как линия реально опускается и поднимается. На коротком расстоянии это будет просто не видно. Так, теперь давайте посмотрим и сравним толщину лазерной линии на разных расстояниях. Возьмем метр, 5 метров и 10 метров.
Итак, вот наши 4 прибора на расстоянии 1 метр. Давайте посмотрим толщину и яркость линий. Линии будут идти также по порядку, по убыванию. Самая верхняя Hupar DT03CG, потом S04CG, потом 603CG и самая нижняя линия B03CG. Давайте посмотрим. Так, по толщине они примерно все одинаковые, в районе 1 мм, на камере кажется чуть потолще, но вот только S04CG, он чуть больше миллиметра, но он и самый яркий кажется. Я сейчас стою рядом с приборами, и вот о чем я говорил, когда есть легкие вибрации, толчки, вот смотрите, я сейчас буду стучать по столу, то есть видите, все 3 уровня с маятниковым компенсатором дергаются, а DT03CG стоит как вкопанный. Ну, согласитесь, это очень круто, это реальное преимущество. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах толщина у линий также практически одинаковая, в районе 1 мм. По яркости также впереди S04CG и DT03CG. Ну, в принципе, 603 по яркости такой же. B03CG чуть потусклее. По большому счету, линии, конечно, классные у всех. Давайте посмотрим на 10 метрах. На 10 метрах появился отчетливый лидер. По толщине самый тонкий это S04CG и самый яркий, кстати, вот он идет второй сверху. Потом также 2,5-3 мм это Hupar DT03CG. Такая же линия абсолютно у Hupar 603CG. Но у них, кстати, и внешние модули очень похожи. У S04CG модули выглядят немножко по-другому. Ну и третье место Hupar B03CG. У него модули также выглядят по-другому, и они очевидно, что чуть подешевле, чем у остальных 3 нивелиров. Но если говорить в общем, то, конечно, у всех линии классные. Даже у B03CG отличная линия с четкими границами. И, как можете заметить, очень мало колебаний. Ну вот есть немножко, вот сейчас вот S04CG колеблется. И 603 чуть-чуть колеблется, но практически незаметно. Такой эффект встречается у всех лазерных уровней с маятниковым компенсатором, независимо от бренда и стоимости. Это может быть Bosch, Stabilo, DeWalt, неважно. У всех этот эффект встречается. У таких нивелиров с таким маятником. А вот у нивелиров с электронным, наоборот, компенсатором такой эффект отсутствует напрочь. То есть линия стоит как вкопанная. Так, теперь давайте проверим его на точность. Как помните, заявленная точность у него 1,5 мм на 10 метров. Вот как раз давайте проверим на 10 метрах. Здесь у меня есть 10 метров, чуть даже побольше. Кстати, классный дальномер SNV SW70G зеленым лучом. Ссылку на него также оставлю под видео, есть обзор, смотрите. И начнем с горизонта. Горизонт будем проверять, прогоняя по точке все 4 сектора. То есть линия должна проходить через одну и ту же точку, но с допустимой погрешностью. Напоминаю, у таких нивелиров с конусными призмами погрешность считается в 2 стороны. То есть от призмы в одну сторону 10 метров и в другую сторону 10 метров. По сути, разбег максимальный на 10 метрах может быть 3 мм. То есть вы с погрешностью 3 мм на 10 метрах сможете разметить 20 метров с погрешностью 1,5 мм на 10 метров. В общем, кто не знает, как правильно считается погрешность, ее можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. Ссылку оставлю в правом верхнем углу. Да, и, кстати, там же можете посмотреть все подробные технические характеристики и все алгоритмы настройки угла, настройки яркости, электронную калибровку. Все алгоритмы там четко описаны. Итак, давайте начнем с горизонта, включаем нивелир и отмечаем первую точку. Итак, отмечаем первую точку посередине линии. И поворачиваем нивелир на 90 градусов по часовой стрелке. Но в принципе это не важно, можно против часовой. Поворачиваем уровень. Дожидаемся, пока устанавливается маятник. И опять смотрим, как проходит второй сектор через эту же точку. Он должен проходить с допустимой погрешностью, либо проходить через эту же точку, в идеале. Итак, второй сектор проходит у нас также через точку. Есть какое-то маленькое очень смещение. Давайте поставим точка 1, точка 2. Ну, тут меньше миллиметра. Давайте посмотрим следующий сектор. Для этого опять развернем прибор на 90 градусов и будем смотреть заднюю часть плоскости. Давайте посмотрим. Третий сектор проходит четко через первую точку. Давайте посмотрим последний, 4-й сектор. Для этого еще раз развернем прибор на 90 градусов. Так, и 4-й сектор проходит абсолютно также через первую точку. Настроен горизонт просто идеально. Точность выше, чем заявлено. По сути, здесь возьмем даже миллиметр разбег, хотя здесь даже меньше. То есть вы можете разметить 20 метров погрешностью 1 мм. Получается 0,5 мм на 10 метров или 0,05 мм на 1 метр. Согласитесь, это действительно очень маленькая погрешность. Давайте посмотрим вертикаль. Вертикали проверим по ранее проверенному Hupar S04CG. Тоже классно настроенный прибор, четкие вертикали. Сначала проверяем переднюю вертикаль, 2 стороны, потом боковую. Давайте посмотрим, как проходит первая сторона относительно вертикали Hupar S04CG.
Так, ну вот первая сторона, абсолютно видно, что они идут параллельно друг другу. Справа Hupar S04CG, слева Hupar DT03 CG. Давайте посмотрим вторую сторону. Для этого развернем прибор и также сопоставим. Давайте посмотрим. Вот вторая сторона первой вертикали. Теперь DT03 CG идет справа, S04 CG слева. Видно, что они абсолютно параллельны. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Так, включаю вторую вертикаль и также сопоставляю. Итак, первая сторона второй вертикали DT03 CG идет слева теперь. Абсолютно параллельно, нет никаких сомнений. Давайте посмотрим вторую сторону. Разворачиваю другую сторону. Смотрим. Вторая сторона теперь DT03 CG справа. В общем, как видите, вертикали также отлично настроены. Теперь давайте проверим угол 90 градусов между вертикалями. Для проверки угла 90 градусов между вертикалями включаем две вертикали и отмечаем точку на перекрестии. И также отмечаем две точки на перпендикулярных вертикалях. На этой, допустим, и на этой. У меня в одну сторону будет 2,5 метра и в другую сторону почти 7,5 метров. Этого вполне достаточно для проверки. Вообще надо сказать, что это не заявленная характеристика, я ее проверяю для интереса. Но по сути эта характеристика нигде не указывается. Поэтому если будет расхождение небольшое, это считайте повезло. Итак, давайте отметим точки на вертикалях. Вот так у меня отмечена ближняя точка на 2,5 метрах. Линия очень тоненькая, как видите. И так отмечена дальняя точка на 7 метрах. Теперь поворачиваем прибор на 90 градусов. Сопоставляем нижнюю точку, наводим на перекрестие и наводимся также вертикалями на одну из точек. А потом смотрим, как вторая вертикаль проходит через другую точку. Расхождение должно быть не очень большим. Вообще, если изначально все плоскости четко настроены и если у лазерных модулей идеальные конусные призмы, то по большому счету угол 90 градусов должен сохраняться автоматически. Так, ну давайте сейчас я наведусь вертикалью на ближнюю точку, мне ее хотя бы видно. Потом посмотрим, как проходит вторая вертикаль через дальнюю. Процесс наводки очень долгий и кропотливый. Итак, наконец-то навелся на нижнюю точку перекрестием и на ближнюю точку. Вот так навелся на ближнюю точку. Теперь давайте посмотрим дальнюю точку, как проходит там вертикаль. Вторая вертикаль проходит абсолютно через дальнюю точку. Ну, может, есть какое-то маленькое смещение, меньше миллиметра, но это вообще ни о чем. Это даже можно не считать за погрешность. То есть угол 90 градусов между вертикалями здесь просто идеально также настроен. В общем, весь прибор отлично оттестирован. Теперь давайте поговорим об электронной калибровке. Она очень удобна, очень проста при соосном смещении. Ну, как правило, если уровень сбит, то зачастую это именно соосное смещение. К примеру, вот искомая плоскость, идеальный горизонт, идеальная вертикаль, и от него у вас на одинаковое расстояние сбился и горизонт, и одна вертикаль на 3-5 мм. То есть, по сути, у вас будет горизонт завален и вот эта боковая вертикаль. Эта вертикаль у вас будет двигаться вот в этой плоскости, и, соответственно, она будет идти по своей же линии, по правильной. То есть, она здесь участвовать в этой настройке не будет. Такое соосное смещение очень легко исправить электронной калибровкой. Если же сбито что-то одна вертикаль, один горизонт, либо одна другая вертикаль, то здесь проще всего подправить именно ту плоскость, которая сбита. Чуть попозже расскажу об этом, когда разберем корпус. Посмотрим, как настраивается внутри. Итак, давайте поконкретнее разберем электронную калибровку. То есть алгоритм у нее следующий. Включаете прибор. Если у вас соосное смещение, то у вас, соответственно, задействован горизонт, и здесь достаточно одного горизонта. Вы изначально проверяете уровень, насколько у вас есть отклонения у горизонта, у вертикали, у какой вертикали. Потом делаете вывод и решаете, как будете настраивать электронно, либо вручную, уже внутри, поправляя непосредственно лазерные модули. Так, вот вы выяснили, что у вас соосное смещение, и вам достаточно электронной калибровки. Соответственно, достаточно настраивать только горизонт. Вы можете выставить в большом помещении, если у вас такое есть, посередине прибор, выставить 4 точки по 4 стенам, правильные по уровню, и уже по этим точкам просто тупо настроить плоскость положения. Это самый простой идеальный вариант. Здесь у меня расстояние 10 метров. Чем больше метров, тем, соответственно, удобнее настраивать, потому что на коротком расстоянии настраивать неудобно из-за того, что шаг калибровки очень маленький. Так, для начала давайте я отмечу просто точку на 10 метрах и посмотрим, как будет смещаться линия. Так, отмечаю точку. Эта точка просто для примера. Да, вот, к примеру, вы проверяете уровень. Поставили первую точку. У вас линия прошла здесь. Потом задняя сторона плоскости, у вас линия здесь. То есть вам надо наводиться не на эту линию, а брать серединку между этими. То есть вы должны установить
плоскость именно на серединку, на эту точку. И так по кругу поворачиваете и каждый раз устанавливаете на серединку. До того момента, пока линия не будет проходить в каждом секторе через одну точку. Сейчас я просто покажу вам шаг. Давайте нажмем 40 раз на кнопку и посмотрим, как опустится плоскость. Итак, чтобы попасть в режим электронной калибровки, включаете уровень, ждете, пока он установится, и зажимаете эту же кнопку включения на 5 секунд, пока диод не начнет мигать быстро. Раз, два, 3, 4, 5. Вот он сначала начал как-то медленно мигать, а потом быстро. Это означает, что вы перешли в режим электронной калибровки по оси X. Вот опять смотрим на раскладку осей. То есть вы сейчас настраиваете плоскость вот в этом положении. Шаг очень маленький. 40 раз сейчас нажмем и поднимется линия буквально чуть-чуть. Давайте посмотрим. Раз, два, 3, 4. Вот 40 раз нажал, давайте посмотрим, как сейчас установилась линия относительно точки, которую я отмечал. Так и есть, линия поднялась где-то на 2,5 мм. То есть будете нажимать на кнопку V 40 раз на 2,5 мм вниз. 80 раз нажмете, где-то на 5 мм сместится линия. Так, по оси X настроили плоскость, нужно перейти на ось Y. Чтобы перейти на ось Y, кратко нажимаем на кнопку P, чтобы диод начал мигать медленно. Раз нажали, и видите, диод мигает теперь медленно. Все, вы перешли на исправление положения плоскости по оси Y. Ось Y это вот это будет у нас. То есть вы поворачиваете прибор и также по своей метке выставляете как нужно. Принцип такой же, кнопками H, V поднимаете, опускаете плоскость, только уже по оси Y. Все, когда вы настроили, нужно результат обязательно запомнить, чтобы при новом включении у вас уровень был с теми же настройками, которые вы установили. Для этого кнопку включения нужно опять зажать и удержать в течение 5 секунд. Если не хотите запоминать, то я просто выключаю нивелир кратким нажатием на кнопку включения. И все, при следующем нажатии ничего не запомнится, и он вернется к предыдущим результатам, которые были. Ну а если все-таки требуется индивидуальная настройка какого-нибудь модуля, то для этого придется разобрать прибор. Делается это очень просто, давайте сейчас это и сделаем. Для разборки вынимать батарею не обязательно. Нужно снять только 2 боковые башни от вертикалей и выкрутить 5 винтов на днище. Так, давайте сейчас я это и сделаю. Так, я открутил все болты и потихонечку снимаем верхнюю крышку. Здесь идут провода, можно ничего не отсоединять. Аккумулятор остается в приборе, прибор полностью рабочий, можно даже его включить. Вот не знаю, видно вам или нет. Ну то есть вот приводы они опускают, поднимают, суть достаточно простая. Один здесь, другой здесь, 2 мотора шаговых. И по инклиметрам, по встроенным датчикам они устанавливают всю систему в идеальное положение. Так, возвращаемся к вопросу юстировки. Если вам требуется настроить только один излучатель, то делается это все в принципе стандартно, как и у других лазерных уровней, вот с такими лазерными модулями, с конусными призмами. Здесь небольшое только отличие у горизонтального модуля. Здесь эти маленькие юстировочные винты расположены по кругу. Раз, два, 3 и 4. И еще один болт чуть пониже, маленький тоже под шестигранник, он держит весь стержень этого лазерного модуля. Его трогать не обязательно, если его затронете, то, собственно говоря, весь модуль можно достать и придется заново все настраивать. Здесь эти все болты являются антагонистами, как вы понимаете, если нужно чуть-чуть наклонить туда плоскость, то этот немножечко ослабляем, этот затягиваем. Крутить нужно совсем по чуть-чуть. Если плоскость нужно в этом направлении регулировать, то, соответственно, вот этот задний болтик чуть-чуть отжимаем, этот затягиваем. Если наоборот, то значит это отжимаем, тот затягиваем. Ну, собственно говоря, все логично, все понятно. То же самое по большому счету и у вертикальных лазерных модулей. Такую настройку вы уже много где встречали. У того же Hupar 603 CG она очень похожа. Юстировочные болты, тут 4 штуки и тут один. То есть вот этот отдаленный опять один держит весь стержень модуля. Эти два, верхний и нижний, отвечают вот за это положение, вверх-вниз. Соответственно, эти два болта антагониста, вот этот и вот этот, поворачивают модуль в этой плоскости. Также все в принципе логично. Настройка угла 90 градусов, да, конечно, можно вот этими двумя болтами пытаться вот этот модуль сюда чуть-чуть выставить, и этими двумя болтами сюда, да, там играться как-то и выставлять этот угол 90 градусов. Но вы должны помнить, что все это также будет сказываться на самой вертикали. То есть тут нужно смотреть, нужно искать золотую середину, и если очень хочется настроить идеальный угол 90 градусов, то реально готовьтесь помучиться. По настройке в принципе все.
ничего тут больше другого нет. Внутри все сделано круто. Вот это все металлическое. Опоры, рама у самого компенсатора, у всей системы также металлическая. То есть, по сути, прибор внутри также очень круто сделан, очень надежно. Никаких претензий, нареканий нет. Упрекнуть его не в чем. Единственная у меня претензия, так сказать, это что неудобная ручка, ну и прибор довольно громоздкий. В общем, не знаю, друзья, решать как всегда вам, но прибор, если сложить все его преимущества, функции, которые нет у других лазерных уровней с маятниковым компенсатором, и прибавить сюда в комплект приемник, то я считаю, что цена его полностью оправдана и даже, возможно, занижена. У нас в России за 18 тысяч такой прибор точно не найти. Если вы хотите быть в курсе новинок этого рынка, получать только полезную информацию, детальные обзоры, то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и также подписывайтесь на YouTube канал. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом приборе. На этом я с вами прощаюсь. Всем добра, пока-пока.